И еще раз про белый. Как писать белый? Странно бывает слышать от преподавателей: не используйте чистые белила. Странно слышать. Но отказаться от белил означает, что мы самостоятельно сокращаем потенциальную тоновую шкалу, гасим возможный эффект в зародыше. Наша работа заведомо проиграет, хоть бы вон той картине в музее или вон той. Наверное, поэтому те же преподаватели говорят: не ходите в музей, думайте своей головой. Глаза еще нам завяжите. А как же Маковский, Серов, Фешин, Сарджент, Цорн? Вы же не Серов. Это так себе ответ. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. А? Так быками и ходим, или вернее баранами с лапшой на ушах. Тем не менее, мы помним, что одна из причин, которая не сразу, но склонила чашу весов симпатий публики в сторону новых течений в конце XIX века, тех же импрессионистов, заключалась в том, что картины стали принципиально светлее. Успех белого не остался незамеченным, и чистые белила приручили все остальные, и салон, и академики, то есть даже махровые реалисты. Просто с ним нужно уметь работать. Не переборщить количественно и удерживать общую цельность, построить логическую связь с другими светлыми зонами. Да ведь магия так называемого белого натюрморта работает до сих пор. Как некое обязательное упражнение, такая постановка возникает в творчестве многих художников, поскольку позволяет внимательно порешать проблемы цветовых изменений в светлой зоне, в ограниченном тоновом диапазоне. Еще со времен учебы и рисования гипсов все помнят, что именно на белом максимально считывается объем. Или мы ощущаем его даже при минимальных изменениях тона или теплохолодности. При этом использование светлых или белых предметов в натюрморте еще не означает, что там совсем не будет темных участков. Просто в белом натюрморте, скорее всего, их количественно будет заметно меньше. Итак, использование чистого белого возможно, и это подтверждается массой примеров из истории искусства. А если учесть, что сегодня картины дошли до нас зачастую прожухшими, потемневшими, под пожелтевшим лаком, таких примеров наберется еще больше. То есть вполне допустимо использование чистого белого, даже фактурного белого, чтобы он поймал боковой свет, стал еще светлее, выдал максимально возможное свечение. Чего же тут бояться? Во-первых, такой белый действительно может диссонировать со всеми прочими зонами среднего тона и без достаточной поддержки вылететь с холста. То есть к нему надо приладить достаточную свиту, а это уже может грозить общей разбеленностью. Тем не менее, сам по себе разбел не является чем-то неправильным, а вполне может стать такой основой убедительной тоновой концепции, как фото в высоком ключе. Если вспомнить опыты с разбелами того же Вейсберга, то он вообще выделял разные стадии или степени цветового восприятия от простого к сложному, от открытого, ясного, пигментного, декоративного пятна, как у Матисса или Гогена, до так называемой дифференцируемой живописи, до тонкой архитектуры едва различимых валеров, до невидимой живописи, по сути, когда локальный цвет объекта растворяется, не идентифицируется. И тоже, кстати, все это в рамках белого натюрморта. Тем не менее, даже в русле строгой реалистической концепции такие традиционно белые объекты, как керамическая посуда, оконная рама, холодильник, облако, белые по своей сути, выглядят далеко не белыми, если сравнить зоны внутри каждого объекта. Какие-то части керамики бликуют сильнее. Рамы ловят больше солнечных лучей и кажутся светлее, то есть еще белее. У холодильника тоже есть белая грань, блик. Облако имеет ясно выраженную форму, и только часть его освещена максимально. Получается, что количество белого много меньше, чем представлялось изначально.
А вот остальной, не совсем белый, недостаточно просто чуть потемнить. Серый не станет затемненным белым. Белый керамический чайник, чашка могут показаться просто грязными, если мы возьмем не тот серый. Логично, ведь белый в тени собирает цветовые рефлексы от окружения и, напротив, как провокатор-раздражитель, контрастирует с каждым окружающим цветом. Чего будет больше в этом противостоянии поглощения и контраста, зависит от роли нашего белого персонажа в композиции, от интенсивности освещения, от материала поверхности. Матовый обычно больше контрастирует, а глянцевый больше вбирает от окружения. И это не тень становится светлее, приближаясь к источнику освещения, это свет становится темнее, удаляясь от оного. То есть граница света и тени, терминатор, по-прежнему на своем месте. На лимонном фоне серый объект покажется нам слегка голубоватым или даже фиолетовым. Но, написав так, то есть использовав фиолетовый, мы добавим к реальности уже наши ощущения, сигналы, переданные мозгу нашими раздраженными фоторецепторами. Мы приврем, тогда как этот самый эффект симультанного контраста, да, по-моему, симультанного, этот эффект может проявиться автоматически, попади мы в тот самый серый, в тот самый небелый. Поэтому более логичным представляется уводить серый в сторону общего колорита картины, в сторону цвета окружения. То есть полутон белого объекта в окружении охристых, рыжих, коричневых цветов можно писать теплым, добавив каплю этого общего колорита к серому. Кстати, работает и с более сложным, контрастным по цвету окружением. Затемненный, не совсем белый при оранжево-синем колорите может быть смешан из оранжевого, синего и белого. И собирать, уверенно замешать такой не совсем белый мне представляется намного сложнее и интереснее, чем построить его на недомесе, на оптическом смешении, вибрации, перекрестном мазке, обеспечив неопределенность цвета взаимоисключающими цветами в духе импрессионистов. В конце концов, недомес тоже не возбраняется, на периферии, например. Итак, чистый белый – это начало отсчета тоновой шкалы, а в том белом, который уже не совсем белый, заключена разбеленная концепция всего колорита. Как-то так.